Друзья, приветствую вас! Это разбор российского фондового рынка по вашим заявкам. Так, друзья, давайте начнем со Сбербанка, дневной таймфрейм. Ну вот у нас сверху цель, которую мы пока не добили. Здесь начинается хандра, на дневках разворотные формации. Но на что хотел обратить внимание. Вот здесь есть уровень, который 247. Вот пока 247 не пробито железно, то вот эта вся формация, это всего лишь проторговка в рамках вот этой верхнего диапазона, верхней консолидации. Как только будет пробито 247, то здесь высока вероятность того, что мы сразу увидим движение в район 240-238, вот сюда вот. Сейчас 11:35 по Москве, попытка разворота, отбоя от уровня 248. Если рассматривать движение сейчас внутри дня, то в случае удержания вот этого диапазона 247,5-248, здесь у нас будет разворот и отбой. Цель движения будет сходить вот сюда на 251,5. В случае устойчивого пробоя этого диапазона 247,5-247, отсюда разовьется очень стремительное движение, которое вполне может привести вот сюда вот в район 240. То есть по часовому таймфрейму видны те же цели, которые мы с вами наблюдаем и на дневках. Сейчас весьма вероятно будет отбой и попытка сходить на 251,5. Так, далее Газпром, дневной таймфрейм. У нас есть сильная поддержка, это 180, пока она не пробита. Все эти пертурбации это не более чем консолидация вот здесь вот в районе локальной верхней границы. На текущий момент здесь попытка разворота и провала в район 169, но пока она не реализована, он будет мариноваться, торговаться вот в этом диапазоне, даже чуть повыше 180. Это диапазон 182,5-188, вот здесь. Часовик здесь, конечно, будь здоров. По сути, сейчас высока вероятность разворота. Вот сейчас будет закрытие в 12 часов. Если мы не уходим на 182 отсюда, то сегодня высока вероятность того, что будет цель сначала 185,5. И потом, если он здесь начнет консолидироваться, то следующая цель, которая может быть легко реализована, это 186,5. И в перспективе у нас 187,7. Вот сюда вот. Далее, Норильский никель, дневной таймфрейм. Здесь тоже идет попытка похандрить, развернуться. Так, ну вот, переходя к 4-часовому таймфрейму, у нас проторговочка, которая заканчивается 21250. И верхняя граница у нас находится на 21650. Пока мы находимся в этом диапазоне, он будет двигаться от верхней к нижней границе. В том случае, если начинается движение наверх, и возникает пробой 21780, у нас развивается движение выше, конечная цель движения 22150-22200. В случае развития отсюда пробоя вот этого нижнего диапазона, который ограничен 21250-21200, у нас отсюда сразу возникнет откат, и цель этого отката будет находиться вот здесь вот на 20600. Судя по часовому таймфрейму и по последовательности сделок, которые в нем происходили на открытии, на текущий момент высока вероятность того, что у нас отсюда разовьется движение, и цель этого движения будет потестить и пробить вот этот диапазон. Этот сценарий не срабатывает, если сейчас развивается откат, и мы пробиваем 21400. 21400, следующая остановка будет 21250. Здесь разворот и отскок на 21600, или в случае пробоя мы можем очень быстро скатиться вот сюда вот на 20950-20900. Так, друзья, дальше вот много вопросов по ММК поступило. Но смотрите, месячный таймфрейм, у нас вот вопрос закрепления выше 42. Если мы ноябрь закрываем выше 42, это очень позитивный момент, и он будет указывать на то, что в ближайшее время, если не разразится мировой финансовый шторм, мы по ММК пойдем, у нас цель движения будет 51. Так, ну вот неделька у нас указывает на то, что попытка разворота
она пока не реализовалась. Если опираться на недельку, то разворот и движение вниз по ММК будет реализовано в случае пробоя 41,15. В этой ситуации возникнет импульс движения, цель которого будет сходить вот сюда вот на 35,1. Так, далее дневной таймфрейм. Здесь очень важно по нему удержать уровень 42. Сейчас, собственно говоря, этот уровень и удерживается. И по часовому таймфрейму у нас здесь весьма вероятно произошел разворот от уровня 42,2. И цель движения у этого разворота сначала это 42,7, и потом отсюда пойти тестить на пробой 43,5. Сейчас, судя по всему, достаточно высока вероятность развития вот этого движения, ну как минимум на 42,9. В том случае, если будет откат и пробой вот этого диапазона, то мы сегодня в течение дня пойдем тестировать вот этот диапазон, который находится от 42 до 41,8. Так, друзья, далее была масса вопросов по компании FarmSynthesis, он же корпорация Life. Месячный таймфрейм. Вот, но у нас давнишняя цель, которая у нас нависала, это в районе 12 рублей за акцию. Сейчас акция пытается развернуться, это на фоне, во-первых, позитивных новостей, связанных с тем, что сейчас вся фарма она начинает очень активно развиваться и грести деньги лопатой. Потом недавно было выступление нашего президента по поводу вложений и действий со стороны государства в сторону фармкомпаний. Ну и плюс текущая ситуация технически указывает на то, что здесь произошел отбой. И сейчас по факту вот этой проторговочки на месячном таймфрейме высока вероятность того, что разовьется движение вот сюда вот на 12. Так, ну вот недельный таймфрейм, он такой немножко грустный. По сути он указывает на то, что пошел коррекционный откат. Вот этот коррекционный откат, который сейчас происходит, если он не пробивает 6,4, вот этот вот диапазон, то он все равно наиболее вероятно будет откупаться. И здесь цель движения отсюда находится сначала по тесте 10,5, потом 12,5. Если пробиваем 6,5, то вполне возможно, что отсюда у нас пойдет провал. И тогда уже этот провал, его цель движения будет 5. Далее дневной таймфрейм, но здесь, судя по всему, была очень мощная раздача, но после этой раздачи бумаги не рухнули. Это говорит о том, что идет донабор позиций, наиболее вероятно. Так, ну и вот 4-часовой таймфрейм. Здесь у нас разворотная формация. Вот у этой разворотной формации вполне возможно будет движение по ней на 7,2. Вот сюда вот. В том случае, если развивается дальнейший пробой 7,07, 7,05, то высока вероятность того, что на текущий момент вот этот рост прекращается и бумага какое-то время будет консолидироваться в районе сильного уровня 6,9. Так, друзья, дальше вопрос был по Алросе. Ну смотрите, не верю я в бриллианты, не верю я в алмазы, верю я в золото, доллар и нефть. Иногда в нефть. Сейчас здесь идет, все-таки ее разогнали. И в ближайшее время, в случае пробития 93,4, у нас отсюда развивается импульс, цель которого потестить вот этот хай 107,5. Но неделька менее оптимистична, она указывает на то, что сейчас возможен разворот и возврат вот сюда, вот в этот диапазон. Ну и в соответствии с дневным таймфреймом, если будет удержание 84,7, 83,5 вот этого диапазона, если он не будет пробит, то все это приведет к тому, что здесь по факту накопления будет пробой 91,2 и движение далее наверх. Если мы все-таки пробиваем вот этот уровень, то у нас развивается движение. Первая цель этого отката будет сходить вот сюда вот на 78,5. Далее, соответственно, перспектива возврата на 71,2. При всем качестве работы этой компании продукция бриллианты и алмазы у меня не вызывает особого интереса и оптимизма. Потому что это обычный углерод, который сгорает и дает углекислый газ. Так, друзья, далее вопрос был по Мосбирже. Месячный таймфрейм. Но здесь понятное дело, что поскольку розничные инвесторы все ринулись на биржу,
то вполне естественно, что эту бумагу ее будут прокачивать. Не так давно по ней был исторический максимум 156, и сейчас все указывает на то, что идет движение с целью его либо пробить и улететь в космос, либо здесь будет отбой и будет разворот, коррекционный откат на 138-140 вот сюда, в этот диапазон. По недельному таймфрейму все как бы мы летим, все идет по плану. Так, и дневной таймфрейм указывает на то, что движение себя не исчерпало. Оно себя исчерпает в случае развития коррекционного отката и пробития 144-143,5. Вот если этот диапазон будет в результате отката пробит, она очень быстро скатится в район 135-134, вот сюда вот. Если сейчас даже будет корректирующий откат и не будет пробито это значение, то все равно будет развиваться рост с целью потестить вот эту вот вершинку. Ну а там посмотрим, хватит ли пороху для того, чтобы улететь. Или это будет разворот и движение вниз. Так, друзья, там накопилась масса вопросов по акциям российским, американским. По ходу, как у меня будет появляться время, я непременно буду давать исчерпывающие вопросы. Спасибо за внимание.